частью процесса машинного обучения является разведочный или исследовательский анализ данных EDA. Его называют Exploratory Data Analysis. EDA. Зачем он нужен? Он позволяет на самом деле заглянуть немножко вперед, как бы представить, что вдруг у нас модель машинного обучения уже построена, что она из себя могла бы представлять. И иногда на этапе разведывательного анализа данных у нас получается выбрать некоторую очень простую модель, то есть увидеть какую-то простую взаимосвязь в исходных данных, которая позволяет получить точный ответ. Это бывает редко, но это одна из задач исследовательского анализа данных. Вторая задача, это на самом деле более важная задача, это найти пропуски данных. Поскольку с пропусками мы не можем построить адекватную модель, то нам нужно провести анализ данных и найти все пропуски во всех сериях, во всех параметрах, которые у нас присутствуют. И, возможно, это будут даже не явные пропуски, но какие-то нулевые значения, например, или любые, скажем так, некорректные значения, которые нам нужно на этапе как раз получения очистки данных будет каким-то образом преобразовать. Исследовательский анализ данных проводится обычно единожды для каждой конкретной задачи машинного обучения на основании тех данных, что у нас есть. И его результаты, они представлены в виде некоторого отчета, обычно оформляется ряд графиков, либо замечаний, и по его итогам идут исправления, либо улучшения в процесс ETL, то есть в процесс получения, сбора, получения, очистки и объединения данных. То есть идея сам по себе, он не строит никакую модель, однако он позволяет существенным образом улучшить данные, которые для этой модели делаются. То есть первое улучшение, мы находим пропуски данных. Второе улучшение, которое делается, оценивается параметр распределения наших параметров. То есть какие это распределения? Это примерно равномерное распределение, или это примерно нормальное распределение, или это по Пуассону у нас как-то распределено, или может быть бимодальное распределение, или вообще непонятно какое распределение, потому что это категория. Но оценивается распределение параметров, распределение значений параметров. И на основании этого распределения идут уже некоторые рекомендации о том, как нам с этими параметрами можно поработать. То есть, возможно, нам нужно разбить параметры, все данные на две группы, для них построить две независимые модели, потому что у нас четко бимодальное распределение какого-то параметра. Либо у нас есть чисто числовые параметры, и они распределены нормально. Возможно, это отличная база для использования модели линейной регрессии даже для задачи классификации, просто потому что у нас такие хорошие параметры и так далее. В любом случае, кроме самих распределений, параметр распределений позволяет понять аномалии или выбросы, то есть оценивая первый перцентиль, 99-й перцентиль, то есть крайние значения, минимальные, максимальные, мы можем увидеть, насколько у нас данные в целом могут быть описаны нормальным законом распределения, есть ли какие-то аномалии, или же нужно ли нам эти аномалии отбросить. То есть перейти на этап получения данных и там отбросить какие-то значения или наоборот просто использовать медиану как оценку среднего, и она будет более робастой метрикой оценки. То есть робастой менее склонны к выбросам. Третий параметр, который смотрит, это корреляции. Причем рассматривают как корреляции между самими параметрами, чтобы понять, какие из них, например, можно отбросить. То есть, если у нас есть два параметра, которые коррелируют очень сильно, например, параметр корреляции 0,95, то есть почти единица, это значит, что мы можем использовать один из этих параметров, то есть сократить размерность уже на этапе исследовательского анализа данных. Также смотрят на корреляцию между предсказываемым значением, в случае обучения с учителем и например, даже обучение с подкреплением, предсказываемое значение одному из параметров, чтобы понять, скажем так, какую первую модель, какую самую простую модель мы можем использовать по параметрам, по неизвестным величинам, которые в наибольшей степени коррелируют с результатом. То есть обычно параметров у нас может быть много, десятки, сотни, иногда тысячи параметров. Нам из них важно выделить, условно говоря, 5 самых важных,
самых существенных, которые максимальным образом их значение коррелирует с неизвестной величиной. По этим 5 построить какую-то простую модель, как-то ее погонять, оценить, а потом уже обогащать эту простую модель всеми остальными параметрами, потому что подбор гиперпараметров модели и построение модели, выбор гипотез – это сложный процесс, и если мы сможем его как-то модельно упростить, отбросить там, не знаю, 80% данных, потому что они существенным образом не влияют на качество модели, это нам поможет. Собственно, это одна из задач исследовательского анализа данных – помочь определиться с наиболее важными параметрами, в том числе за счет корреляции между этими параметрами и предсказуемым значением. И, естественно, здесь в разведочном анализе данных смотрят на примеры данных, потому что иногда эти 3 метода ранее озвучены, там пропуски, параметры распределения, корреляции, они не позволяют как-то что-то выявить. Однако примеры данных, то есть мы смотрим несколько данных примеров, там, видим одни и те же значения параметров, либо видим какую-то сложную корреляционную связь между рядом параметров, то есть когда, например, группы из 5 значений параметров, они встречаются чаще других, то есть они как-то более определяют неизвестную нам величину, которую мы хотим предсказать. В любом случае это можно понять только по примерам данных. Достаточно редкий случай, однако так бывает. Поэтому всегда в исследовательский анализ данных еще включают примеры, то есть что за данные, как они вообще выглядят. Может быть, какие-то ограничения нам на них нужно посмотреть, либо мы можем что-то дополнительное предсказать по их размеру, либо, может, что-то не учли на этих 3 стадиях, что видно по примерам данных. Например, если у нас есть задача сегментации изображения, то нам важно оценить, какая у нас область сегментации. Здесь только по примерам данных мы сможем понять, например, на фотографии, какая максимальная область сегментации, какую область мы хотим оценивать. И уже по оценке этой области мы можем, например, на исходные данные наложить какие-то ограничения. Вот. Без примеров данных это сделать может быть сложно или даже невозможно, основываясь только на пропусках, на параметрах или на корреляциях. В любом случае, разведочный анализ данных выполняется единожды, и его результаты используются в дальнейшем при построении всей модели машинного обучения.